Сегодня знакомимся с Норвегией за пределами больших городов и ее природой, какой она бывает жарким летом. Вообще, добраться из Осло в Стокгольм на автомобиле можно за 6 часов по дороге Е18. Но в таком случае, кроме трассы, вы ничего не увидите. А если не спешить, то можно увидеть удивительную природу Норвегии. Поэтому мы поехали другим маршрутом и попали в Швецию в уникальном пограничном пункте. В первой серии этого повествования мы обследовали столицу Норвегии Осло. Посмотрите это видео, ссылка в описании. Во второй части нашего видео вы также увидите городок Лилестрём и узнаете, чем он знаменит. А потом вашему взору откроются живописные сельские дороги и озера, где водятся стрекозы, бабочки и ягоды. Из Осло по туннелю мы выехали на дорогу Е6. Эта высокотехнологичная трасса соединяет юг Швеции с самыми северными участками Скандинавии. По пути видели магазин Икея и мечеть. Трасса Е6 ведет на север, поэтому поворачиваем на дорогу 159. А вынырнув из очередного тоннеля, пересекаем мост через реку Нительва и решаем свернуть с трассы, чтобы заехать в городок Лилестрём. Лилестрём расположен в местности, где в древности были только леса и болота. Название в переводе означает «ручеёк». Иногда Лилестрём путают с Лилехаммером, где в 1994 году проходили зимние Олимпийские игры. Но в Лилестрёме олимпийцы тоже отметились. Здесь во время зимних Олимпийских игр, проходивших в 1952 году в Осло, состоялся хоккейный матч между сборными Польши и Финляндии. Проезжаем под 2 железнодорожными мостами. Это 2 исторические для Норвегии железнодорожные ветки. В 1854 году была проложена первая железная дорога в Норвегии из Осло в Эйдсволл, которая прошла через Лилестрём. На этой картине изображен пробный заезд. В 1865 году от станции Лилестрём проложили еще одну железную дорогу до шведской границы. А в 1871 году свой участок дороги построили шведы, и с этого времени из Осло в Стокгольм можно было ездить поездом. Мы попали в Лилестрём в воскресенье, когда почти все закрыто. Мы сейчас заехали в городок Лилестрём, недалеко от Осло. И здесь по случаю воскресенья совершенно пустынно, очень мало людей. На центральной площади городка интересные скульптуры. Церковь в Лилестрёме была построена в 1935 году. В 1920 году в Лилестрёме была организована норвежская торговая ярмарка, которая действует до сих пор, и сюда ежегодно приходят сотни тысяч посетителей. А в воскресенье торговлей занимался только один маленький магазинчик, где мы запасаемся фруктами на дорогу. Нашли вот такой магазин, который работает в воскресенье, в отличие от всех остальных. Здесь немного видов продукции, но очень много видов свежих овощей и фруктов. Клементины по 7,90, по 7 крон 90. А еще оказались яблоки, очень похожие на семеринку, которая тоже зеленая, но коричневая. По дороге рассматриваем строение делового центра этого городка и уютные жилые домики на окраинах. Выезжаем из Лилестрёма на трассу и вскоре по мосту пересекаем самую большую реку Норвегии, которая называется Гломма. Чуть южнее моста, по которому мы едем, река Гломма впадает в озеро Ойрен, что означает «остров»,
а через 20 километров река вытекает из озера. Вообще, с точки зрения гидрографии, если в озеро впадает и вытекает река, то это разные реки. Но норвежцы решили иначе. Аналогичным образом через Боденское озеро протекает река Рейн. И вы можете увидеть это в нашем фильме о немецком городе Линдау. Далее Гломма делится на два рукава. Главный из них, восточный, проходит через Сарпсборг, где расположен самый мощный водопад Северной Европы – Сарпсфоссен. В Сарпсбурге мы уже были. Если видео о нем уже готово, ссылка в правом верхнем углу экрана. Если ее пока нет, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Дальше рукава Гломмы впадает в море неподалеку от Фредрикстада. А во Фредрикстаде мы многократно путешествовали по Гломме, и вы можете посмотреть наш фильм об этом. Дорога, по которой мы едем, явно второстепенная, но очень хорошего качества. Она тут и там проходит через гранитные скалы и взбирается постепенно все выше. По карте видим, что территория полна речками и озерами. Едем через живописные поля и останавливаемся возле озерца Сет-Этьен. Две части озера разделены дорогой, под которой протекает соединяющий их ручеек. Юго-восточная сторона озера более обширна и хорошо освещена солнцем. И вот сейчас мы остановились на каком-то безымянном, но совершенно невероятно красивом озере. Здесь видно такие очень характерные скандинавские ландшафты, скалы, выходящие на поверхность, и на них совершенно небольшое количество какой-то почвы, из которой растет лес. На лугу возле озера очаровательные полевые цветы. И их нектаром лакомятся многочисленные насекомые. А мы тоже лакомимся созревшими здесь ягодами. Лес, через который тропинка проходит к северной части озера, более тенистый. И здесь растут грибы. Вокруг озера высокие деревья, которые вместе с облаками отражаются в воде. И здесь тоже живут разнообразные насекомые. И бобры. Казалось, что это озеро упирается вот в такую бобровую запруду. Поэтому слышим здесь такое мелодичное журчание воды, постепенно стекающей в часть озера на другой стороне дороги. Едем дальше и видим, что не только нам понравилось остановиться возле озера. Здесь дорога проходит возле озера побольше. И вдоль нее выстроились многочисленные автомобили. И нам хочется где-то остановиться снова. Путь постепенно становится все уже, и дорога с номером FV322, которая проходит возле озера Ойшун, похожа на грунтовую. Но ехать по ней летом никаких проблем. Вскоре выбираемся на трассу 21. С нее тоже открываются интересные виды. В деревне Вестмарка, кажется, также называлась немецкая валюта до евро, мы сворачиваем к озеру Хаштесьон. На этом озере есть даже пляж. И островок посреди озера. Здесь тоже много разных полевых цветов. Среди собирающих нектар насекомых наш зоолог идентифицировал пчел. На пижме сидит пчела, опыляет ее. Два вида шмелей. Ос. И бабочек.
Дорога, по которой мы приехали, проходит между озером и впадающим в него ручейком. Через ручей перекинут мостик, но он пешеходный. Поэтому возвращаемся назад. А столб на подъезде к озеру, наверное, отражает верование древних жителей этих мест. Едем дальше. От этого озера до границы всего 20 километров. Всем привет! Сейчас канал «Автозакордон» собирается пересечь границу между Норвегией и Швецией. Сейчас мы находимся в Норвегии, а сейчас я пойду в Швецию. Вот так это выглядит. Теперь я в Швеции. Обратите внимание, что одна из этих стран даже не является членом ЕС. То есть нельзя было бы сказать, что такой простой границей разделены между собой две страны-члены ЕС. Однако здесь все так просто. Возвращаюсь в Норвегию, потому что там пока что стоит наша машинка. Теперь я в Норвегии. Местечко на самой границе Норвегии и Швеции называется Марракулен. Это название появилось в 1959 году в передаче радиостанции «Через все границы», которую создали в домике на самой границе шведский журналист Ленард Хайленд и норвежская актриса Рэнди Колстад. Название составлено из норвежского слова «мора» и шведского слова «кул», а в переводе они оба означают «веселье», или то, что теперь принято обозначать словами «have fun». Итак, мы идем в Швецию. Вот здесь пересекаем шведско-норвежскую границу. Вот инфоцентр, который сегодня закрыт. Вот здесь вот есть информация про соответствующие приграничные регионы в Норвегии и в Швеции. Это реально приграничный пункт. Мы сходили в Швецию помыть яблоки. Половина этого здания находится в Норвегии, половина в Швеции. Вот здесь вот на приграничном пункте такая замечательная площадка с тенью от сосен и с такими столиками, на которых мы только что перекусили. Конгресс мира в Стокгольме решил, что во знаменование 100-летней годовщины мира между Швецией и Норвегией нужно возвести монумент на границе. В нашем фильме о Фредерикстаде мы рассказывали, как шведы в 1814 году атаковали крепость в этом городе, но комендант крепости спас город от разрушения, приняв решение о мирной капитуляции. Монумент, который вы видите, был достроен и открыт в 1914 году, а через неделю разразилась Первая мировая война, в которой Швеция и Норвегия не участвовали. А еще через 100 лет, в 2014 году, здесь был возведен колокол мира. В этом месте можно стоять одной ногой в Швеции, а другой в Норвегии. Для пересечения границы паспорт не требуется. Завершаем наш привал и отправляемся дальше, обмениваясь впечатлениями о том, представители каких стран попались нам на этой туристической территории. Обратите внимание, что поскольку эти страны не являются оба членами ЕС, то все-таки таможенная проверка между ними существует. Если у вас есть что декларировать, то здесь нужно поехать направо. Но поскольку мы везем только личные вещи и нам нечего декларировать, то мы отправляемся прямо по зеленому коридору. А теперь мы едем по Швеции. В следующей серии вы увидите 2 города, названные в честь шведских королей. И пролетите над самым большим озером Европейского Союза. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал «Автозакордон» зимой и летом. До встречи в Швеции!